Всем привет, меня зовут Тоша. И в этом видео мы немного отдохнем от серьезных проектов и сделаем простой, полезный и очень бюджетный декор для нашего дома. Только береги голову, скоро школа. Все, ты красавчик. Давай. Случилось чудо. Одно из маминых садовых увлечений – экзотические лианы. Для стационарных посадок мы сделали вот такие декоративные шпалеры. В доме тоже есть несколько маракуй, которым просто необходимы высокие опоры. Конечно, у нас есть готовые варианты, но их форма и расцветка совсем не вписываются в концепцию нашего дома. Этот откровенный зеленый просто ужасен. Раньше хотели перекрасить, но когда увидели это природное великолепие, решили создать что-то свое. Помимо этого, хотим сплести ажурные подставки для ягод клубники. В общем, это новый вызов – сделать из всего, что под рукой и палок, очередной шедевр. Самим интересно, что из этого получится. Но прежде хотим искренне поблагодарить за теплые отзывы и комментарии о предыдущем проекте. Это очень поднимает наш творческий дух и помогает в продвижении канала. Кто не видел, как делали эту веранду, можете посмотреть по ссылке в первом закрепленном комментарии. По многочисленным просьбам зрителей и из-за нестабильной работы платформы, наши видео теперь можно будет смотреть в телеграм-канале. Помимо этого, будем выкладывать в нем ссылки на материалы, которые используем в своих работах. А также сможем общаться и обсуждать подробности наших проектов, интересующие подписчиков. Ссылка на телеграм-канал в первом закрепленном комментарии или по QR-коду. Заходите, мы всем рады. Сегодня небольшое, но очень интересное видео о том, как можно использовать вот такие тонкие прутики от летней обрезки вишни. Для начала все отсортировали. У нас получились тонкие, толстые ветки и ненужный мусор. Для следующего этапа нам понадобится ненужный кусок пеноплекса и кружок с отверстиями для плетения макраме. Но такой шаблон можно сделать самому из ненужного куска фанеры. Для того, чтобы ветки хорошо закрепились, разрезаем пенопласт и складываем основание из нескольких кусочков. Дальше берем вишневые веточки, секатор и нарезаем черенки одинаковой высоты. Сразу оговоримся, что это наш первый эксперимент с такой техникой и материалом, поэтому не судите строго, косяков будет много. Для того, чтобы сделать основу, используем длинные и короткие прутики, чередуя их через два отверстия. Давно заметили, что для перезагрузки и создания чего-то кардинально нового и необычного нужно ограничить ресурсы. Время, материалы, инструменты в конце концов. Мозг начинает искать решения и работать совсем в другом режиме. Это видео тот самый случай. Материалов оставили только два. Один из них ветки, а другом чуть позже. Даже интересно, что из этого выйдет. Выглядит, конечно, надежно. Как швейцарские часы. Это будет смешно. Так, тут палка криво идет, и она меня смущает. Природные материалы, это естественные. Меня даже палка смутила. Как я буду жить? Дальше очень аккуратно снимаем пенопласт и вытаскиваем основу. Нет, вырежем. Вырежешь. Теперь плетем такой же кружок, но меньшего диаметра. Так как материал и техника совсем нам не знакомые, эскиз решили не придумывать. Будем экспериментировать и разбираться с окончательными конструкциями по ходу плетения. Они будут сборными. На второй день работы ветки высохли и стали менее пластичными, поэтому пришлось их замочить в воде. Дальше сплетаем много крученых колечек. Они выполняют двойную функцию – декора и соединительных элементов. Для того, чтобы закрепить, добавляем еще несколько тонких прутиков.
Пока выглядит не очень впечатляюще, но мы верим, что настоящие творцы могут сотворить шедевр из любого, даже такого скудного запаса материалов. Заодно проверим силу веры. Для следующего этапа нам понадобится льняной шнур. Это уже роскошь. Наш оптимизм рос с каждым этапом. Пока просто соединяли ветки верхних и нижних плетенок, потом добавили декор и... Случилось чудо. Наши беспорядочные конструкции выросли вот такие симпатичные шапочки. Как раз помогут спрятать на зиму 3 наших новых кустика винограда. Для лучшего закрепления в грунте нижние ветки соединили между собой в форме треугольника. Верхняя часть сужается для проветривания. Можно будет закрыть их любым укрывным материалом, не боясь повредить маленькое растение. Итак, первая часть нашего эксперимента вполне удалась. А впереди самое интересное. А дальше мы вошли во вкус и обрезали сливу. На этот раз попытаемся сделать простые, стильные и большие опоры для домашних и уличных вьюнков. Отсортировали ветки по размеру. И как-то очень быстро придумалась идея огромных листиков, которые как раз отлично впишутся в концепцию нашей веранды. Для каркаса нам понадобится 3 большие ветки. Если попадается ветка с ответвлением, то оставляем ее в середине нашей будущей опоры. Решили сделать прочные фигурные рамы, которые укрепим и дополнительно украсим элементами макраме. Мы знаем целых 2 вида узлов, этого будет вполне достаточно. Завязываем двойной шнур на основании, крепко соединяем 3 ветки так, чтобы одна из них была сантиметров на 20 длиннее других, ее можно будет воткнуть в землю. Дальше перекрещиваем и закрепляем верхние веточки так, чтобы получилась форма листика. Стараемся оставлять естественные ответвления и вписывать их в форму. Усиливаем каркас поперечными перекладинами. Обматываем веревку несколько раз, крест-накрест. Сорвалась. Сначала это выглядело не очень симпатично. Но с каждым этапом идея работы с ветками внушала все больше уверенности в успешном исходе этого начинания. Все, пойдем работать. После того, как закрепили все веточки, конструкция стала достаточно прочной и появилась идея заполнения секторов разными плетеностями. Лишние ветки аккуратно подрезаем. Получилось отличное основание для будущих творческих экспериментов. Особенно радовали те листики, которые из-за естественных разветвлений получились необычными и не похожими на своих собратьев. Ну а дальше началась самая интересная и творческая часть этого проекта. Для основания берем 2 длины участка, на котором будем плести. А для плетения в 2 раза больше. Вспомнили свои эксперименты с ротанговым комплектом. А ведь тогда казалось, что еще долго не захотим подойти к макраме. Кто не видел, как преобразился наш старый уличный ротанговый комплект мебели, оставим ссылку в первом комментарии. Складываем пополам, соединяем серединками и закрепляем на основании. Центральную нить закрепляем с противоположной стороны. Конструкция листиков оказалась просто создана для макраме. Основания и узлы очень легко закреплялись в разных положениях. Плетем самые простые узлы. Все участки заполнять не станем, слишком долго, да и хочется оставить пустые пространства для растений. Для украшения оставляем вот такие воздушные петли. Ну и, конечно, много импровизируем. Итог снова порадовал. Получилось много необычных, стильных, натуральных и универсальных опор, которые можно использовать для домашних и уличных растений.
Она объемная. Пока снимали видео, случилась радость. Наша маракуйя зацвела. Вы когда-нибудь видели такую? Это самый необычный цветок на нашем участке. В разных культурах ему приписывали свое символическое значение, от религиозного до практического. В Испании, например, он известен как цветок часы. Считалось, что различные части цветка можно использовать для определения времени. Нужно как-нибудь попробовать. На глаз похоже. Пока не решили, какие именно растения посадим в этой части цветника и не доделали перекладины, листочки в качестве временной опоры смотрятся идеально. Отлично сочетаются с мебелью и мозаикой на полу и поддерживают первый венок на этой грядке. И, конечно, очень интересно ваше мнение о таких проектах. Напишите, пожалуйста, понравилось или нет, полезны и интересны или не стоит тратить на них время и усилия. А мы уже готовим новый и очень интересный. Скоро увидимся!